happy to get my camera back so I can keep filming this Q&A. I still don't have my computer so I can edit the Q&A on. Interparties asks: заграничный диплом помог при поиске работы в России? Знаешь, скорее всего, помог факт того, что я учился в Великобритании, и британский диплом в моей сфере в России, да, мне помогает в поиске работы. Это является одним из моих козырей. Ну и английский язык. В России очень ценят факт того, если ты говоришь на английском свободно. Если бы не образование в Великобритании, у меня бы не было такого языка. Я не говорю, что он супер крутой, но довольно разговорного английского. Расскажи, как ты устроился в Skyeng преподавателем. Видела тебя в одном из их видео на ютубе. Сложное ли было собеседование и как тебе преподавание в целом? Я не работаю преподавателем в Skyeng. Я туда устроился оператором-монтажером. Я снимаю для них видео, я монтирую для них видео, и они поняли, что я говорю по-английски, и можно меня использовать как преподавателя, который просто сидит и читает с суфлера текст. See, I'm not educating, I'm just filming stuff here. Айнур спрашивает, в чем отличие жизни в Британии, Дании и других стран, где вы жили? Что вам больше нравится и наоборот не хватает в России? Мне кажется, к этому вопросу я готовился больше всего, потому что сначала у меня камеру забрали в ремонт, потом у меня забрали компьютер в ремонт, и все это время я думал о том, как бы ответить на такие вопросы. Начну с плюсов России, а точнее, наверное, Москвы больше, потому что здесь я провожу свое время. В Москве очень хорошо работает общественный транспорт. Также в России или в Москве есть сезоны. То есть, когда я жил в Великобритании, в Бангоре, там почти всегда было плюс 7. В Москве летом бывает плюс 25, а зимой бывает минус 25. Также в России очень классная архитектура, потому что мне очень нравится в последнее время советская архитектура, и она оказывается такая красивая, когда вглядываешься, смотришь такие. Особенно мне нравятся очень большие окна в старых советских зданиях. И говоря о Советском Союзе, здесь все еще есть остатки Советского Союза. Я могу своими глазами видеть эти остатки. То есть у меня были преподаватели в школе, которые еще преподавали в Советском Союзе, и преподавали они нам, как детям из Советского Союза. А более пожилое поколение в России, оно все еще советское, и думают они как-то по-советски. То есть следующее поколение уже, наверное, не застанет такое количество советскости, как я, как минимум в Москве, а так в России, все строится довольно быстро. То есть есть одна станция в метро в Копенгагене, которая строится уже, наверное, лет 10-15. Сколько я там не был, она всегда строилась. Всю мою жизнь я туда приезжал, там она всегда строилась. Я приезжал каждые полгода обратно в Россию и смотрю, появились какие-то новые станции метро. Это очень классно. Ну и еще в России намного больше возможностей устроиться на работу, по блату или нет. На HeadHunter очень много вакансий. Есть возможность найти себе жилье. Может быть, это далеко от центра, но в Копенгагене, или в районах Копенгагена каких-нибудь, если освобождается одна квартира, в нее выстраивается очередь из 150-200 человек, которые хотят попасть в эту квартиру. Там огромная нехватка квартир. Здесь намного легче найти себе жилье. Приступим к тому, что мне не нравится в России. Начну с дорог. Меня бесят вот эти люди, которые ездят 120 км в час по МКАДу с зигзагами. Зачем они это делают, я не понимаю. Меня это очень раздражает. Часто переходя дорогу в России, передо мной не останавливались автомобили. Это тоже раздражает. Даже однажды мне сигналил автомобиль о том, что он подъезжает, чтобы я поскорее перешел дорогу. В России мало вот этого make somebody feel comfortable. В таких местах, как метро, поезда, в ГАИ, сейчас пытаюсь сдать на права, там сотрудники не делают так, чтобы тебе было комфортно. Да чё ж там, даже не государственные предприятия, даже какие-нибудь магазины. Они относятся к тебе как просто к следующему покупателю, а там не спрашивают, как дела, ничего. Тоже странно, для меня странно. Еще в России намного меньше доступа к различным технологиям. Я интересуюсь технологиями, допустим, хочу себе купить новую камеру, и ее нет в России. Это странно для меня, потому что раньше там в Британии у меня был Amazon Prime, я нажимаю на кнопку, и на следующий день ко мне эта штука приезжает. В Штатах вообще двухчасовая доставка в больших городах. А в России этих камер даже нет в наличии. И еще, путешествовать из России намного сложнее, чем из Европы. В Европе купил билет, там, не знаю, из Британии в Испанию за 20 фунтов туда-обратно, слетал, вообще никаких проблем. К счастью, у меня нет этих проблем с визами, но русским нужно столько заполнять документов для виз, это вообще кошмар. Почему я скучаю в Европе, так это по возможности перерабатывать мусор и выбрасывать мусор, зная, что
в будущем за него государство несет ответственность и будет сортировать. В России я знаю, что это все отвозят на полигоны, и это огромнейшие полигоны, там, не знаю, размером с Швейцарию. Еще довольно прикольно, что в Дании, в Великобритании, в большей части Великобритании можно пить воду из-под крана. Когда мой друг, допустим, приезжал ко мне в Данию, я ему налил воду из-под стакана. Я ему налил воду из крана, и он не хотел ее пить, потому что он думал, что это как в России, и, наверное, неприятно пить. Там она вкусная. Самый большой плюс того, что я жил в разных странах, это то, что неважно, куда я приеду, я могу сделать из себя дурака. То есть, если бы я всю жизнь прожил в России, и мне бы сказали какое-нибудь слово по-русски, которое я не понимаю, я бы выглядел, наверное, не очень хорошо. Но сейчас у меня есть отговорка, я же не полностью русский, и я же не могу знать все слова в русском языке. На самом деле я мог бы знать, но просто как-то не случилось, что я знаю это слово. Или то же самое в датском, я не знаю все слова, и я могу просто спросить, не боясь, что значит это слово, что значит это слово, и люди мне объясняют. Это не только на размер вокабуляра влияет. Я не знаю датских исполнителей музыки, я не знаю всех имен королевской семьи Великобритании. Я не знаю тех же, допустим, рэп-исполнителей в России. Я приезжаю, мне что-то говорят, я просто спрашиваю, а что такое хаски? А теперь Дания против Британии. В Дании у людей есть чувство стиля, у меня есть такое ощущение, по сравнению с Великобританией, что не Лондон. Лондон — это вообще отдельная часть. Можно вообще сравнивать Лондон и остальную часть Великобритании. Еще в Дании теплые дома. И я не понимаю, это страны, которые вроде похожи друг на друга. Но в Великобритании такая же погода, как и в Дании, вот эти +5, +7 зимой, и дома отвратительно холодно. Там нет нормального отопления. В Дании ты заходишь в дом, и ты греешься. А в Британии ты заходишь в дом, и ты продолжаешь мерзнуть, только уже в меньшем количестве одежды. Еще чисто для меня, в Великобритании мне понравилось то, что очень много различных сервисов и обжарщиков кофе предлагают отправку еженедельного, ежемесячного кофе прямо посылкой тебе в дверь. Там есть такой letterbox. Кооператив Черный, по-моему, такое запускал. А теперь как бы я больше не слышу особо о хороших обжарщиках, которые делают подписки на кофе. Может, если есть, можете посоветовать. И в Великобритании, по сравнению с Данией, люди, как мне показалось, за мой опыт проживания там, не совсем понимают, что такое настоящие друзья. В Великобритании все там общаются типа «Hey, how are you?» Все друг другу улыбаются, но настоящих друзей, как таковых, там сложно себя найти. В Дании больше ценится настоящая дружба, но в Дании наоборот. К тебе хорошо относятся, но как бы говорят «Ты классный человек, но у меня уже есть друзья». Venya asks, what are your plans for the next year? Do you work somewhere now? If so, where and how do you find it? I've just talked about it. I think I work for one online English school where I make videos for them for their YouTube channel. I work as an English tutor at a second English school. I work as a biology tutor for a school student, and I work with Les Film to produce wildlife filmmaking, but the latter work, it's more of like a volunteer project thing because the team, the wildlife production team, consists of one person, and I'm helping that person to start off a new project that she's filming. Mohan Dodeja is asking, hi George, have you got plans to move, explore and settle around outside Europe? What about the US, Canada, New Zealand, Dubai? Please share your thoughts on these places. I've never thought of going to or living in Dubai. Canada seems appealing. I also like the idea of the US and Europe. So far, no plans. So far, I'm staying in Russia for a bit. Sofia Пряткина asks, на каком языке ты думаешь? Я не знаю. Мне снятся сны на английском, на русском, на датском. Думаю я очень редко по-датски, к сожалению. В России я чаще думаю по-русски, в Британии думаю по-английски. Carlos Jr. is asking, I'd like to know how you entered the Bangor University. You can apply through the Bangor University website. It's not necessary for you to go through year 0. Some people have to do that. I got into Bangor University as an international student, but I got my international baccalaureate at Copenhagen International School. So that's just an easy pass-through way to get into any university. Почему ты решил вернуться в Россию? Мне кажется, в Европе гораздо комфортнее жить. На момент, когда мне отказал университет в Бристоле насчет магистратуры, я уже был в Москве.
и я был с Мариной, поэтому я решил, почему бы не остаться в Москве. Здесь классно, почему бы нет, здесь не хуже, чем в любом другом европейском городе, но есть свои минусы, есть свои плюсы. В Европе комфортнее жить, если привык к Европе. Если ты привык к России, я привыкла к России, то, скорее всего, в России комфортнее жить. Русским очень трудно иногда переезжать в Европу. В какую страну планируешь поехать в ближайшее время? Мы в марте поедем на Фарерские острова, и это просто путешествие моей мечты. Мне кажется, я хочу для этой поездки купить новую камеру, потому что эта камера не сможет полностью передать, как там красиво должно. Saw you once in Moscow talking on the phone, wanted to say hi, but I felt wrong to interrupt your dialogue. So the question is, do you mind if people greet you on the street, or does it feel awkward? It does not feel awkward. I would love to meet people on the street. Почему решил осесть в России, а не в Дании, например? Россия мне нравится больше, чем Дания. Ну и вторая причина, в России Марина. И пока у нас планов переезжать нет. Как вообще после Европы можно вернуться в постсоветское пространство? Ты просто берешь, покупаешь билет, прилетаешь в постсоветское пространство. Здесь не так плохо, на самом деле. Вот в России думают, что за границей намного лучше, а везде ведь есть свои минусы. Я уже некоторые перечислил в каком-то ответе. Но вот честно, Россия не отличается прям так грандиозно от каких-то других европейских стран. В России живут такие же люди, как и везде. Да, в России есть другие обычаи, да, в России есть праздники, когда едят блины. Все говорят, интересуются одними и теми же темами. Везде можно найти свою собственную сферу. То есть в России можно найти ученых, в Европе можно найти ученых, и все они интересуются одним и тем же. То есть в любой стране можно найти себе среду, в которой будет комфортно. Главное, правильно и тщательно выбирать людей, с которыми будешь проводить время. И неважно, где ты будешь находиться, тебе будет комфортно, если есть правильные люди.